Всем привет! С вами ваш стилист Алина Галин, и вы на моем YouTube-канале Trend Division. И сегодня мы поговорим про важную тему антитренды лета 2024 или про то, что не стоит носить этим летом. Перед тем, как начать, проверьте, что вы подписаны на этот канал, чтобы не пропустить другие полезные и модные советы. А мы начинаем. Пункт номер один – это короткие рваные джинсовые шорты. На мой взгляд, это достаточно вульгарная вещь, и на самом деле сейчас нет как таковой моды на сильную рванину. Ни на джинсы, ни на шорты, ни на рубашки и так далее. Хотя сам деним качественный, конечно же, является той вещью, которая должна быть у вас в гардеробе. Что же мы можем надеть взамен, учитывая, что на улице жарко, а шорт – это важный летний элемент гардероба? Можно надеть джинсовые, но не рваные шорты. Длины примерно от середины бицепса бедра и ниже чуть-чуть или чуть-чуть повыше середины. Лучше выбирать шорты более свободного кроя, то есть чтобы они вас не обтягивали, как лосины. Во-первых, это не модно, во-вторых, это не слишком комфортно. Рекомендую носить джинсовые или тканевые шорты. С обоими типов шорт отлично можно носить как футболки, майки, так и рубашки. Второй пункт – это велюровые костюмы. Да, привет от Пэрис Хилтон из начала 2000-х. Тут можно начать даже с логики, что летом в таком костюме будет супер жарко. Во-вторых, фасон такого спортивного костюма и сама ткань будут возвращать вас с лихвой обратно в прошлое. Если вы любите спортивные костюмы, потому что они достаточно удобны, что вы быстро что-то надели, вышли и пошли по своим делам, то лучше выбирать однотонный костюм из хлопковых тканей. Иногда можно с примесью, например, эластана, чтобы ткань была более подвижна и более хорошо тянулась. Здесь мы говорим про широкие брюки и про лонгслив, как правило, прямого кроя, либо, например, про худи. Больше подойдет это под спортивный стиль. Если же вы хотите добавить немножко женственности и неких акцентов, то можем выбрать хлопковые или льняные костюмы. Например, это топ и широкие прямые брюки. Или, например, свободные шорты и укороченная рубашка. Вариантов множество, на самом деле про них я рассказала вот в этом видео про тренды лета 2024. Но важно помнить про свободный крой, прямой, как правило, крой, отсутствие большого количества принтов и ядовитых цветов. Следующее – это глубокое декольте и мини-юбка в комплекте. Верю, что вам и не приходило в голову такое сочетание, но все же важно проговорить. Вообще, по золотым правилам составления образа мы должны открывать что-то одно. Либо ноги, либо грудь. Прям как макияж, когда акцент делается либо на губы, либо на глаза. Поэтому, если вы любитель глубокого декольте, корсетов, которые, кстати, сейчас тоже в моде, то надевайте на них что-то подлиннее. Это могут быть капри, которые тоже, кстати, сейчас модные, джинсовые длинные юбки, шелковые юбки, пока что еще в моде, джинсы, юбки-карандаш и другое. Выбор низа зависит от вашего верха, соответственно, и идеи вашего аутфита в целом. Что еще важно проговорить про декольте? Мы привыкли, что декольте это, как правило, именно про грудь, но нет, декольте это еще и про спину. То есть если у вас оригинальная блуза или, может быть, рубашка с вырезом на всю спину, то это тоже считается за декольте. И, соответственно, все правила про декольте и короткие низы, которые мы только что проговорили, будут работать и для такого типа декольте тоже. Четвертый антитренд – это тонкие обтягивающие брюки. Если вы уже заметили, то в целом сейчас больше в моде свободные крои и силуэты. Но если мы говорим про джинсы или брюки скини, то они остались далеко за порогом того, что нужно иметь в вашем гардеробе. Почему? Во-первых, неэстетичность при некоторых телосложениях. Обтягивающая одежда будет подчеркивать ваши особенности фигуры и недостатки, если, конечно, они имеются. Также тонкая ткань будет достаточно хорошо обтягивать ваше нижнее белье, и его будет хорошо видно. Иногда ткань настолько сильно растягивается, что даже будет видно не только контур вашего нижнего белья, но и его самого. Это, соответственно, может привести к некой неуверенности в себе и, как минимум, дискомфорту. Второе. Почему это неудобство в жаркую погоду? Потому что обтягивающие брюки не подходят для жаркой погоды, даже если мы не говорим про стиль, а как минимум про комфорт, так как они недостаточно хорошо вентилируются, слишком близко располагаются к коже и, соответственно, приводят все это дело к дискомфорту. Что мы можем надеть вместо таких брюк или джинс скини? Здесь мы можем надеть брюки или джинсы прямого или широкого типа. Мы можем надеть капри, которые мы сегодня уже упомянули. Здесь могут быть велосипедки. Да, они тоже обтягивают, но все же немножко другой стиль, и они, как правило, короче. Здесь мы говорим про шорты, про юбки, и еще есть классный вариант – это юбки-шорты. Тоже достаточно комфортно и выглядит супер классно. Вариантов очень много.
Пятый антитренд – это капроновые телесные колготки. Долго здесь останавливаться не буду, просто надеюсь, что вы их не носите на улице, особенно летом. Во-первых, визуально они смотрятся непрезентабельно, зачастую блестят, либо чересчур матируют. Во-вторых, в них жарко и иногда неудобно. В-третьих, если вы стесняетесь своих ног из-за синяков или каких-то других проблем с кожей, то лучше наденьте то, что закроет нежелательное место. На мой взгляд, вам будет так гораздо комфортнее. Вы не будете думать о том, видно или не видно, не будете страдать от неудобства и теплоты или, может быть, даже жаркости этих капронок. Шестой антитренд – это дутые мюли в стиле Bottega Veneta. Мюли как вид обуви сейчас модный, это да, но именно формат дутых и стеганых уже нет. Как я проговорила в начале, что антитренды – это бывшие самые яркие тренды, так и с этими мюлями. Сейчас можно выбрать мюли, например, с острым мысом. Они удлиняют ногу и больше подходят под классику. А это значит, что вы сможете носить их не один сезон. Также можно приобрести мюли с открытым мысом в виде мягкого квадрата. Я лично люблю такой вариант, потому что ничего не пережимает ни ногу, ни пальцы, и в такой обуви можно долго проходить и не клеить пластыри после прогулки. Мюли стильные и аккуратные, поэтому можно их носить в стиле городского шика, делового и даже иногда стрит-стайла. Следующий антитренд – это сандалии со стразами или бусинами. В целом, как я заметила, в 2024 году превалирует именно монотон, классика, прямые крои, гладкость текстур. Это все коснулось и обуви. Сандали на лето отличный вариант, в них очень удобно, комфортно и не жарко. Но выбираем варианты без ленты страз, бусин, помпонов и других ярких украшений. Если вам хочется яркости, то можно выбрать сандали с деталями, возможно, в стиле металлик, потому что это является трендом этого лета. Самое главное, выбирайте обувь, в которой вам будет комфортно. Это очень важно. Когда примеряете перед покупкой, обязательно походите в обуви от 5 до 10 минут. Посмотрите, нигде ли не жмет, нигде ли не натирает. Восьмой пункт – это укороченные джинсовки. Здесь на самом деле важен и фасон, и цвет, и стиль, и даже застежки. Вот примеры джинсовок, которые уже не стоит надевать. Ведь вы помните, что одна неактуальная вещь может потащить за собой весь ваш аутфит. Если вам нравится деним, в том числе и джинсовки, то лучше выбирать деним белого, черного, синего или темно-синего оттенка. И если говорим про фасон, то лучше с небольшим напуском, без приталенности. По длине примерно до бедер плюс-минус 10 сантиметров. Девятый пункт и девятый антитренд – это сильно обтягивающая одежда. Что это значит? Что в образе важно поддерживать баланс, например, обтягивающий верх и прямой низ. Это значит, что не нужно надевать только обтягивающую или только оверсайз одежду. Отлично смотрятся противоположности. Узкая с широким, гладкая с фактурным, монотон и принт. Также летом в обтягивающей одежде обычно жарко, потому что ваша кожа не может дышать, а это также заставляет некоторый дискомфорт. Десятый антитренд – это удлиненные жилеты без рукавов. Такой тип жилетов уже давно на самом деле не стильный, но более того, он таит в себе еще некоторые опасности для вашего образа. Во-первых, его сложно сочетать, так как жилет без рукавов – это значит, что вам нужно будет подобрать топ, который будет подходить и под низ, и под жилет, и под обувь, и под аксессуары. Во-вторых, если вы решите оставить руки голыми, то, как правило, визуально они будут казаться более крупными, особенно на фото. Третье – это длина жилета. Как правило, они чуть ниже бедра, не каждому типу фигуры подходит такая длина, поэтому здесь больше против, чем за. И последний, 11-й антитренд этого лета – это короткие корсеты или корсеты-пояса. Корсеты-пояса в целом уже не в тренде, а вот просто корсеты очень даже в моде. Но определенный типаж, а именно не короткие. Вот как на этом фото. Можно носить разные корсеты, и атласные, и с бантами из легкой ткани, и цветочным принтом. Важный элемент – это то, чтобы корсет вам был по фигуре, чтобы не пережимал вам части тела, такие как талия или подмышечная впадина. Иначе у вас будет образовываться сильно заметные складки, которые будут бросаться в глаза. Сочетать такие корсеты можно с джинсами, юбками различных кроев и из различных материалов. Практически универсал. Мы с вами проговорили про 11 ярких антитрендов лета 2024. Давайте зарезюмируем. Этим летом мы с вами не носим капроновые колготки, мы не надеваем велюровые костюмы, мы не носим корсеты-пояса, тем более, когда сверху еще надеваем какой-нибудь безрукавый жилет. Будьте внимательны и аккуратны. Что же нам стоит носить летом 2024? Более свободный и прямой крой, более легкая и светлая одежда. Выбирайте дышащие материалы, такие как хлопок, вискоза или лен.
Старайтесь следить за акцентами в вашем образе. Выбирайте обязательно одежду по размеру. Если, например, вы захотите надеть какой-нибудь красивый атласный корсет, смотрите, чтобы вам нигде не пережимало, особенно если в тех местах, которые будут на видном месте. Если мы говорим про обувь, то обувь мы тоже сами выбираем более-менее спокойную, без дополнительных ярких рисунков, принтов, а также бубенцов, колокольчиков и всего, чего только возможно. И если хотите показать свою сексуальность и подчеркнуть свою женственность, то помните, что если вы выбираете глубокое декольте, будь оно спереди либо сзади, то обязательно мы с вами удлиняем и прикрываем низ. Если у вас прекрасные, длинные, загорелые, стройные ножки, и вы хотите надеть короткие рваные джинсовые шорты, то мы помним, что лучше мы наденем шорты не рваные, можно джинсовые и чуточку подлиннее. Вы в любом случае будете выглядеть замечательно. А также совет, который я проношу через все свои видео. Выбирайте обувь с острым мысом. Таким образом, ваша нога будет казаться более длинной, вы будете казаться более высокой и более стройной. Это точно сыграет вам на руку, и также такая обувь, как правило, редко выходит из моды. А это значит, что вы можете носить ее не один сезон. Мы проговорили с вами про основные антитренды этого лета. Обязательно проверьте, что вы подписаны на этот канал, чтобы не пропустить другие полезные и стильные советы. Пишите в комментариях, что для вас было новым, и не забудьте поставить обязательно лайк этому видео. С вами была Алина Галин. Будьте красивы и любите себя.